Мужчины, всем привет! С вами я, Алла. Сегодня с вами поговорим, будет ли активничать загаданная женщина. Будет ли она писать, звонить, проявляться как-то или наоборот заблокирует, исчезнет или просто не будет инициативной. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте свой вариант. Первый и второй. Так, единички. И у вас тут сразу начинается с аркана башня. Ну, что могу сказать? По аркану башня вы сейчас, в принципе, можете вообще не общаться. Женщина, в принципе, по этой карте может либо заблокировать вас, либо у кого-то, кстати, может отыграться, что вы потеряли ее номер телефона, или у нее украли телефон, или вы разъехались в разные города и потеряли контакты друг друга. Ну, то есть по аркану башня всегда происходят какие-то непредвиденные такие обстоятельства, когда и хотел бы, но не можешь. У кого-то, кстати, может отыграться, что у женщины украли телефон, либо произошли какие-то серьезные фатальные события в ее жизни, и, грубо говоря, ей не до вас. Так тоже может быть. Что между вами сейчас происходит в отношениях? О, десятка мечей. Так, ребята, а что-то у вас тут такое происходит? Ну, вы тут точно не вместе. Первый вариант здесь 100% не вместе. Здесь что-то про то, смотрите, аркан суд. Ребят, тут какие-то сейчас события в вашей жизни происходят очень нехорошие. Расклад общий, поэтому тут у каждого из вас будут какие-то собственные нехорошие события. Но то, что здесь вмешалась, как говорится, судьба, то это точно. Здесь обстоятельства, которые, по сути, от вас не зависели. Вот действительно, может быть, какие-то непредвиденные обстоятельства произошли, когда, не знаю, может быть, вы разъехались. В принципе, карты показывают, что вы можете быть на очень большом расстоянии, может быть, у кого-то проблемы по здоровью серьезные. И как бы настолько закрутилось, завертелось, что, в принципе, вы тут реально могли потерять друг друга. Вы реально могли потерять контакты друг друга, или у кого-то, может быть, начались очень большие проблемы, и второй человек не поддержал. То есть может отыграться, например, либо у вас начались проблемы серьезные в какой-то сфере жизни, и эта женщина исчезла, как говорится, с горизонтов. Ну, то есть она была не готова так вот включаться в вашу жизнь и не готова была вас поддержать в горе или в какой-то вашей проблеме. А у кого-то наоборот может отыграться, что в ее жизни произошла какая-то очень большая проблема, и вы не захотели с этим связываться, вы исчезли. И на этом фоне женщина просто решила, что вот все, мне такой мужчина не нужен, и либо вас заблокировала, либо сказала, что это финал. Ну, типа дальше таких отношений она не хочет. Поэтому может и так отыгрываться, и так. И в вашу сторону, что вы ее бросили, или она вас бросила. Суть здесь в том, что вот та ситуация, которая вас привела к аркану башни и к десятке мечей, это что-то очень серьезное. Ну, то есть это когда человек вас действительно предает, как-то очень больно засаживает вам нож в спину, то есть делает какие-то некрасивые поступки в ваш адрес, после чего, ну, как бы уже с этим человеком не хочется общаться. В данном случае давайте спросим, а тут вообще была любовь? Какие тут чувства были? Так, ребят, смотрите, здесь про то, что была привязанность к вам, влюбленность и страсть. Может быть, вы просто в первом варианте не сильно долго были в этих отношениях. Либо же, если вы долго были в отношениях, то здесь просто женщина, ну, как бы не успела, скажем так, созреть к любви. Здесь чувства были, но они такие, знаете, немножко поверхностные, я бы сказала.
Вот, кстати, если это все-таки отыграется, что-то у вас были проблемы в жизни, и она исчезла, то, в принципе, тогда это монтируется, потому что, ну, когда ты человека любишь, вот прям любишь, то ты его не бросишь. Ну, то есть, что бы там с ним ни происходило, ты в любом случае как-то будешь его поддерживать и максимально будешь делать то, что ты можешь сделать. В первом варианте здесь, если все-таки женщина так поступила некрасиво, то здесь больше про страсть, здесь больше про влюбленность. Это про то, когда ты человека хочешь видеть только когда у него все хорошо. Это знаете, как с друзьями. Ну, то есть, когда у тебя прекрасное настроение, когда у тебя там вот все хорошо в твоей жизни, вокруг тебя очень много друзей. Но как только у тебя начинаются какие-то реальные проблемы, большая часть этих типа друзей, они куда-то просто исчезают. Почему так? Ну, потому что мало кто хочет быть с человеком в горе либо в проблеме. И вот так и действительно познаются люди, которые тебе готовы реально помочь, а не просто находиться с тобой, когда у тебя все хорошо. Вот в первом варианте здесь такая картина, что у женщины к вам были чувства, но они больше такие, знаете, вот как у любовников. То есть это временные встречи, это встречи, когда каждый пытается быть лучше, чем он есть на самом деле. И это про легкие отношения. Это про то, когда никто не хочет слышать проблемы друг друга. Никто не хочет вникать в какие-то там обстоятельства, никто не хочет решать эти проблемы или как бы погружаться там в проблемы своего партнера. Ну, то есть хочется просто вот отношений в легкости. Поэтому вот здесь про то, что женщина, она хотела отношений в легкости. Она не хотела сложностей. Она не хотела сталкиваться с какими-то препятствиями и проблемами. Поэтому в первом варианте здесь про то, что в ваших отношениях появилась реально какая-то сложная ситуация, и женщина просто как бы отошла. Отошла, и ну, как бы она даже, давайте спрошу, не захотела или не смогла? Не захотела. Женщина здесь не захотела решать вот ту проблему, которая возникла между вами. Здесь что-то было для нее очень морально тяжело. Не знаю, что это, расклад общий, поэтому у каждого из вас тут будет какая-то своя боль, своя печаль. Женщина просто поняла, что ей проще закрыться от этой проблемы, чем эту проблему решать и находиться в этой проблеме. Поэтому, отвечая на вопрос темы расклада, будет ли она как-то активно проявляться, а ей теперь как-то стыдно. Знаете, здесь такая эмоция. С одной стороны, ей не хочется вот во все это входить, не хочется решать эти проблемы, не хочется вот в принципе с вами это все разбирать, обговаривать. С другой стороны, здесь есть чувство стыда. А за что тебе стыдно? Но здесь женщина не вошла в какое-то ваше положение. Здесь женщина то ли вас подгоняла, то ли здесь давила на вас, то ли пыталась продавить какие-то свои желания, какие-то свои цели, не взирая, несмотря на ваши какие-то там просьбы, проблемы и так далее. Ну, здесь как бы она свою линию какую-то продавливала. И вот на этом фоне, получается, у нее была какая-то эгоистическая такая линия поведения, что вот только так, как вот я это вижу, вот так должно быть. А ты как бы вот прими то, что вот я хочу. А потом, видимо, у вас что-то произошло в жизни, очень нехорошее, очень проблематичное. И вот на этом фоне она как махнула рукой в принципе. Типа ты так не хочешь вот идти мне на уступки, а тут еще у тебя вот это началось, вот эти проблемы, зачем мне это все надо? Ну, то есть женщина здесь могла действительно просто исчезнуть из вашей жизни. Ну, здесь, да, здесь такие чувства были достаточно легкие, поверхностные. То есть здесь не про серьезное отношение к вам. Поэтому, если вы здесь сами не будете его возвращать,
Нет, здесь человек не хочет решать ваши проблемы. Даже не то, что решать ваши проблемы, не так. Она не хочет находиться в ваших проблемах. Вот так вот будет более правильнее звучать. То есть человек здесь не хочет сталкиваться с какими-то вашими сложностями. Может быть, у вас какое-то морально тяжелое состояние. Может быть, у вас какие-то реально есть проблемы там с финансами, по работе, со здоровьем и так далее. То есть она в этом вариться не хочет, поэтому вот ей проще исчезнуть и замолчать. Поэтому тут первый вариант нет, активности тут не будет. Так, кто себя узнал, пишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы переходим к двойкам. Будет ли здесь женщина активничать во втором варианте? Девятка мечей. Тут тоже чего-то пригорюнилось. Как-то у женщины здесь по второму варианту не очень хорошее эмоциональное состояние. Здесь женщина какая-то, знаете, как закрыта сейчас. Не только по отношению к вам, а в принципе. Даже посмотрите на саму карту. Здесь человек, который закрыт от мира, человек, который не хочет никого слышать, ни с кем общаться. Ну, это, в принципе, карта, знаете, может быть у человека апатия или такая прям депрессия здесь может быть по этой карте. Такое тяжелое моральное состояние. Здесь, кстати, женщина может выпивать. Здесь, знаете как, может быть какой-то нездоровый образ жизни. Не знаю, может быть, он там работает в ночные смены, питается чем попало, может быть, выпивает. Ну, судя по картам, по началу расклада, у человека здесь может быть действительно какое-то плохое сейчас состояние, эмоциональное и душевное. Это как-то связано с вами? Ну, частично да. Знаете, нельзя сказать, что это прямо только из-за вас. Здесь, наверное, женщина сама по себе такая не особо жизнерадостная, не особо оптимистичная. Женщина здесь такая больше склонна видеть в жизни какие-то негативные оттенки. Здесь человек, который, если видит лужу, то он не видит, что в луже светятся звезды, отзеркаливаются. Она будет больше видеть лужу, чем звезды. Поэтому я бы сказала, что барышня здесь, ну, такая негативная. Очень много страхов, очень много каких-то фобий, много неуверенности в себе. Здесь может быть заниженная самооценка у женщины. Но, кстати, визуально здесь может быть такое, что про нее никогда люди такое не скажут. Здесь человек, который может иметь хорошую работу, красиво одеваться, иметь друзей много, производить впечатление, наоборот, жизнерадостного человека. Но если заглянуть ей внутрь, то, вы знаете, там может быть как раз дыра внутри. Вот такая прям вот, когда у человека реально депрессия может длиться годами, но визуально человек умеет вот так делать внешний вид, вот улыбаться, как будто вот все хорошо. Хотя на самом деле там все не так уж хорошо. Вот она вышла. Королева чаш. Так, что у нее к вам? Ребят, вы знаете, видимо, у этой королевы чаш у нее сейчас какой-то кризис в жизни. И не обязательно он объективный. Да, у нее действительно кризис и трансформация сейчас происходит. Смотрите, у нее может быть как раз все хорошо объективно. У нее может быть работа, деньги, карьера. Она может быть вообще красотка визуально, но ее ломает изнутри. Это называется трансформация. Это когда человек не может понять, что с ним. В эзотерике это называется экзистенциальный кризис, когда человек начинает чувствовать, а в чем смысл жизни, типа вот все как-то такое бессмысленное, вот ничего не имеет смысла. Вот то, что раньше радовало, сейчас ее это уже ничего не радует. Ощущение какой-то пустоты, ощущение какой-то нереализованности. Хотя, повторюсь, в работе может быть все хорошо у нее. То есть человека крутит и мутит изнутри. У нее реально сейчас меняются ценности, приоритеты, спадают какие-то розовые очки, отпадают иллюзии. Здесь, видимо, сейчас человек проходит этап зрелости, этап взросления. То есть когда отпадают все какие-то инфантильные привычки, инфантильные взгляды на жизнь, и ей сейчас очень несладко.
И вот на этом фоне, кстати, у многих из вас могут в отношениях очень сильно испортиться отношения. То есть, понимаете, вот второй вариант, кстати, здесь не похоже, что проблема в вас. Здесь похоже, что проблема вот в ее вот этом вот как раз экзистенциальном кризисе, когда она понимает, что вот все не так, как ей бы хотелось, потому что, видимо, она жила через призму каких-то своих иллюзий, а жизнь сейчас ей показала обратную сторону иллюзий. Знаете, так часто бывает, когда люди, например, очень сильно идеализируют отношения, потом вступают в эти отношения, проходит какое-то время, человек понимает, что вот то, что он там себе нарисовал, совсем никак не соответствует реальности. И происходит некое разочарование в этих отношениях. И потом человек начинает думать, а зачем мне это надо, а точно ли я хочу быть в этих отношениях. И на самом деле там все хорошо. Проблема просто в том, что человек себе слишком много всего наидеализировал, нафантазировал. Вот второй вариант здесь как раз вот этот вариант, что женщина себе здесь что-то нафантазировала, слишком вас как-то идеализировала, как это должно быть в отношениях. И после того, как здесь, видимо, произошел какой-то пересмотр ценностей, что такое семья, что такое отношения, что такое, в принципе, любовь, сейчас ее просто накрыло. И потому сказать, что тут причина в вас, вот нельзя так сказать. Здесь причина вот как раз в том, что, да, здесь причина в ее взрослении. Здесь причина в том, что реальность столкнулась с ее иллюзиями касательно мужчины, касательно любви, касательно будущего. Вы знаете, вот банально может быть. Может быть, она думала, что вот вы, вот та пресловутая стена, которая там будет решать все ее проблемы. Может быть, она на вас перекладывала ответственность за свою жизнь. В какой-то момент, видимо, либо вы ей дали это понять, либо она сама как-то по вашим поступкам, по вашему отношению к ней поняла, что вы не папа, и вы не будете решать ее проблемы. И вот на этом фоне начались проблемы в ваших отношениях. Поэтому, знаете, здесь про то, что будет ли она активничать. Ну, смотрите, давайте так. Расклад общий, и я вас разделю на проценты. У меньшего количества аудитории, которые сейчас слушают мой расклад, женщина действительно будет эти отношения сохранять. Даже если вы сейчас в ссоре, она будет пытаться с вами как-то вот сгладить острые углы. Да, она может написать, если вы вместе живете, но не разговариваете, то она может прийти и сказать: слушай, ты знаешь, я там вот подумала и все-таки пришла к выводу, что там давай, наверное, мы с тобой там передоговоримся в том-то и в том-то. Потому что здесь все будет зависеть, сколько лет вашей женщине, и будет зависеть от того, какой у нее опыт, в принципе, в жизни. Потому что здесь меньшее количество женщин в этом раскладе, они действительно ценят ваши отношения. И как бы их тут ни крутило, как бы тут их ни мутило, вот какая бы там у них сейчас ни была бы трансформация, они реально боятся вас потерять. Не просто потому, что боятся, а потому что реально человек здесь хочет быть с вами. Но у большинства здесь вот этот вот кризис, про который я рассказывала, он настолько сильный, что женщина его не выдерживает. То есть она не выдерживает вот этот облом собственных иллюзий и столкновение с реальностью в отношениях. Поэтому здесь женщина может сейчас исчезнуть, если она уже не исчезла. И на какие-то ваши попытки с ней договориться, там, помириться, женщина как раз может реагировать отрицательно. Почему? Потому что здесь человек морально не вывозит вот то эмоциональное состояние, в котором она сейчас находится. У большинства из ваших женщин будет депрессия. Здесь женщина вот в таком моральном состоянии, когда, знаете, помните, как в этом Иван Васильевич меняет профессию. Уйди, старушка, я в печали. Вот здесь вот такая же картина. Уйди, старушка, я в печали. Поэтому у большинства здесь отыграется, что оставь меня в покое, потому что без тебя хреново, и без тебя сама не знаю, как дальше жить. Смотрите, в принципе, давайте зададим вопрос, какая тут перспектива.
Перспектива здесь есть. Здесь просто человека крутит, мутит, но нужно понимать, что это временный процесс. То есть это не навсегда. Вопрос, сколько это будет длиться, тут все индивидуально. Если кто-то сам проходил вот этот кризис, как говорится, 40-летних, он еще называется кризис зрелых людей, то вы помните сами этот кризис, вы помните, как вам это все чувствовалось, и я думаю, что вы поймете, о чем идет речь. Ну, как бы здесь такой период, когда нужно это переждать, не навязываться этой женщине. То есть здесь она не будет как-то пытаться спасать эти отношения, потому что ей бы сейчас спасти саму себя. Вот я бы так это назвала. Поэтому, двоечки, тут сложный расклад, но 30% тут действительно будут все-таки возвращать вас, потому что здесь хотят быть с вами. Поэтому не знаю, в какой вы процент попадете, расклад общий, поэтому тут вот так. Кто хочет разобраться со своей индивидуальной ситуацией, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Будьте внимательны, я живу в Украине, поэтому не все страны могут оплатить расклад. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня и всем пока.